Приветствую. В продолжение моей истории на моем экстремальном пребывании в больнице с ВИЧем 4 стадии, стадия 4Б, то бишь терминальная, СПИД. После рассказов в предыдущем видео о совете врачей прощаться с родными и об этом моем странном названии, как я это назвал, палата смерти. И реально это оказалось не метафора. Это действительно оказался конвейер. За то короткое время, которое я там пробыл, а пробыл я там месяц, за это время рядом со мной умерло 2 человека. И в принципе оттуда и появилось это название, к сожалению. Первый парень, когда я попал в эту палату, это был 35-летний поляк. Когда меня туда положили и дали мне, объявили мне мой диагноз, сказали прощаться с родными, я особо не осознавал, не понимал и как-то отнесся к этому так, спокойно, довольно. Но потом в процессе общения все было нормально. Мы ходили курить, в туалете по очереди курили, пытались на улицу там выходить курить, общались. К нему приходили родные, они смеялись, они общались, все было хорошо. В моем понимании ничего не предвещало беды. Я тоже, в принципе, хоть мне и сказали, что я, вы знаете, что мне сказали, понимаете. Из-за парня на него смотрел, все нормально. Он просто единственное, что было, это почему-то кожа у него была такая очень желтого цвета. Мы не общались о наших диагнозах. Мы не разговаривали вообще, как, кто и почему туда попал. Но буквально через 3-4 дня этот парень уже перестал вставать с кровати. Буквально через неделю он перестал сам есть. Его кормили с ложки. Недели за 1,5 он высох. Он сгорел. Он высох прямо у меня на глазах. И в один из дней я проснулся от шорохов, от шума в палате. Открыл глаза и увидел, что куча народа. Я особо не осмотрелся по сторонам. Как люди в палате, он лежит, все как обычно. Меня просто непонятно, посадили в коляску, ничего не объясняя, и повезли просто по коридору в другой конец, в другие залы. И когда я вернулся в палату, когда меня привезли обратно, мы бесцельно катались. Его уже там не было. Была пустая убранная койка с замененной постелью. И именно в тот момент я, в принципе, понял, куда я попал. И понял, в принципе, к чему готовиться. И буквально через 2 дня со мной в палате уже лежал совсем другой человек, тоже молодой парень. Но об этом, наверное, уже чуть позже. Всем добра.